Всех приветствую на своем канале. Давайте сегодня с вами посмотрим такой вопрос. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, какие ситуации, какие люди, какие события, какие перемены. Так, очень интересно. Только вчера карта эта у меня выходила, когда я гадала на воске, да? Сегодня она вновь выпрыгнула. То есть это хорошие известия, хорошие новости стучатся к вам. Явно здесь какая-то радость. Вас ожидает радость. Возможно, эта новость может касаться каких-то денег, может быть, долгожданных денег, либо долгожданных известий каких-то сдалека, например. То есть это то, что вам подает очень много эмоций, очень много радости, счастья, какую-то наполненность. Также эта карта, конечно же, говорит и о любви. Возможно, вам выпадет как крупный шанс в плане знакомства, возможно, даже вы можете познакомиться с таким человеком, с кем у вас могут действительно завязаться любовные отношения. Причем, знаете, это будут именно те отношения, которые могут быть как долгосрочными в дальнейшем. Очень интересно, очень. Это то, что стучит. Хорошо. Еще что гремит? Отлично. И здесь кубки. Ну, явно тот, кто нашел меня сегодня, здесь вы уже, знаете, как будто бы не тянетесь и не хотите возвращаться в прошлое. Сейчас время как-то настроиться на ближайшее будущее, на на любовь, на романтические отношения, на какие-то знакомства. Я говорю, у кого-то здесь, кстати, по этим картам очень похоже, что вы можете даже узнать, например, как о рождении ребеночка, может быть, в вашей семье, ваших родственников, либо, например, эта беременность может быть ваша, например, да, если для вас это актуально. Но вообще здесь, знаете, как будто бы будет встреча с любимыми, с родными людьми. Может быть, даже ваш любимый человек возвращается к вам с хорошими известиями, например, то, что его повысили, то, что он чего-то добился, к чему-то пришел, достиг. Как будто бы здесь вам действительно и вашей семье улыбнется удача, успех, процветание какое-то идет. Но кубки- это однозначно, не просто говорят нам о любви, а именно о хороших известиях. Рыцарь- это то, что нам приносит новости, да, что-то хорошее, что-то радостное. Может быть, даже человек к вам приедет вот-вот с какими-то хорошими, яркими известиями. Может быть, даже сообщения, звонки также это могут быть. Либо, опять же, какой-то человек на машине может к вам приехать в ближайшее время. Вот так вот. Может быть, даже какой-то родственник, например, либо самый-самый близкий человек. Это может быть, мужчина ваш, да, ваш муж. Интересно. Стучит, гремит и на пороге стоит. Давайте посмотрим. Знаете что? Для вас сейчас откроется много. Кстати, вот если по этим картам смотреть, скорее всего, кто-то вам откроет свое сердце, да, кто-то вам признается в чувствах, в любви. Возможно, даже для вас еще скрыто на сегодняшний день, но в ближайшем самом будущем вас ожидает очень приятное знакомство, очень приятное знакомство с человеком, который вам подарит действительно любовь, внимание. Такое чувство, что у вас даже как выпадает крутой шанс познать что-то новое для себя. Как будто бы добраться до какой-то тайны, до каких-то секретов. То, чего вы не знали, в скором времени это начнет выходить наружу, и это будет для вас что-то хорошее. Если мы говорим, например, о каких-то тайнах, о которых вы узнаете, то они для вас будут потрясающими, они для вас будут действительно очень радостными. Кстати, также карта Луны, рыцарь кубков и туз кубков может говорить действительно о беременности, о зачатии, то, что что-то здесь может быть неожиданное, резкое, но радостное. Я говорю, здесь почему-то идет, может быть, даже предложение руки и сердца для вас, а вы еще не знаете, да. Например, человек для брака также там может идти. И у вас на пороге стоит, как знаете, преодоление каких-то ваших страхов, преодоление каких-то внутренних сомнений. Понимаете, как здесь вы уже отходите от каких-то сомнений, от каких-то иллюзий, от страха внутренних, да. Вы чего-то могли бояться очень сильно. Это уже уходит, и приходит радость в вашу жизнь. Вы начинаете как-то более оптимистично смотреть на ситуации, возможно, на людей, на какие-то ситуации. Если по недавнему прошлому вы могли испытывать какие-то тревожности, то сейчас это все уходит, и на пороге у вас действительно идет больше процветания, больше радости и больше каких-то хороших событий. По-моему, классно.
А на дне у нас восьмерка пентаклей. Эта карта нам и говорит о том, что у вас на пороге очень много работы. Эта работа идет именно для тех, кто уже прям мастер своего дела. Вы какой-то, может быть, специалист. Вы, например, делаете работу уже не первый год. Имейте в виду то, что здесь вас ожидает еще больше работы. То есть больше работы, больше денег. Но также не забывайте о себе, о своем здоровье, то, что иногда необходимо взять какую-то паузу, немножко порадовать себя, отдохнуть, скажем так, и покушать хорошо, да. В общем, знаете, как если вы идете полностью с головой в работу, то хотя бы делайте это с умом, да, чтобы не позабыть именно о себе и о своем здоровье. У кого-то, кстати, на пороге здесь идет какое-то как некое лечение. Может быть, вы здесь будете заниматься своим здоровьем, обследоваться. Это не могу сказать, что у вас какие-то проблемы. Возможно, что-то стоит немножко поправить в вашем здоровье, но я вижу, что это все будет для вас успешно. Если вы возьметесь, то я вижу, что вы доведете однозначно дело до конца. Вот так вот, дорогие мои друзья, это именно то, что будет вот-вот. Например, от нескольких дней до одной недели, у кого-то до 2 недель. Но тем не менее, я вижу, что вас ожидают большие-большие события, радостные события, счастье, радость, успех. Кстати, какое-то везение также к вам идет. Ну что, дорогие мои друзья, всем вам большое спасибо за ваше внимание, за ваш просмотр и будьте все счастливы. Всем пока-пока.